Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом опыте кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагымбаева-Рыжбакова написан пятитомный роман «Манас» в прозе на кыргызском языке. Затем я эту свою книгу перевел на русский язык, после чего оба этих варианта выставил для продажи в своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто желает, может приобрести там мое произведение. Ну а сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Манас, который наблюдал за боем из своей палатки, остался очень доволен Чалыбаем. «Молодец, богатырь!» — крикнул кровопийца. «Иди свой отряд, перевяжи рану и обратись к лекарям. Я отправлю кого-нибудь на поединок вместо тебя». Чалыбай согласился и повернул лошадь, чтобы вернуться обратно. Однако, не позволяя ему этого, на поле битвы вышел богатырь Акунбишин. Высокий, огромный, смуглый Догон. Доскакав до кыргыза, он ударил его палицей. Защитившись от удара щитом, Чалыбай стремительно воткнул Догону в горло копьем. Слетев с коня, как осенний листок, калмак упал на землю и тут же отправился к праотцам. «Молодец, Чалыбай!» — взревели от восторга кыргызы. Хотя ты ранен, но сумел совладать с расхрабрившимся калмаком. Не в силах вынести такое унижение, 30 калмакских богатырей отделились от армии и бросились на кыргызов. «Бейте калмака!» — крикнул Бакай, увидев это. 800 тысяч воинов во главе с Манасом и Бакаем с громкими криками бросились на калмака. В это время к ним на помощь подоспела 300-тысячная армия Айдархана со стороны гор Текелии с вершины Синиркечу и атаковала неприятеля. Началась битва. Враги стали биться секирами, копьями, мечами, стрелять из винтовок. Все вокруг заволокло густой черной пылью, так что даже лучи солнца не смогли пробиться через нее. Тем, кому суждено было страдать, упали на землю, а тем, кому погибнуть, распрощались с жизнью. Из-за лежавших на земле многочисленных трупов лошади не могли шага ступить, а человеческая кровь густым потоком заливала воды рек Киясу и Чагатсу. Увидев, как покраснела вода от обилия крови, женщины близлежащих аилов не могли ее пить и потеряли надежду увидеть своих мужей живыми. А летавшие в небе птицы от страха не находили себе места и улетали напрочь от этих страшных мест. Ожесточенные бои продолжались 2 дня и 2 ночи. Враги стояли у основания своих флагов. Воодушевленные тем, что они гордо реют, воины храбро сражались, как бешеные волки, а так, что из-за густой пыли не было видно очертаний города Талу-Кушеву, а степь Чу-Сарузона обогрелась алой кровью. Стороны были вынуждены прекратить жестокие бои на 3-й день. Валявшиеся повсюду трупы стали зловонно пахнуть в жаркие летние дни, не позволяя никому ни ходить, ни ехать верхом. Поэтому враги сделали перерыв и начали собирать мертвецов с полей. Кыргызы были заняты отпеванием погибших воинов и их похоронами. Калмаки также искали и подсчитывали мертвых. При этом выяснилось, что у них погибло 47 тысяч человек. Плача, они подготовили 80 тысяч верблюдов,
отремонтировали огненную яму, взяли 30 тысяч колесниц, подошли к устью Киесу, Чагра, к Черной горе Науруза, развели огонь, сожгли трупы погибших калмаков. Пришла беда, отворяя врата. Мало было калмакам таких потерь, так у них 95 тысяч воинов получили различные ранения. Из них 7 тысяч человек только назывались ранеными. Фактически еле ковыляли, ничем не отличались от мертвецов. У некоторых раненых были сломаны руки, у других выбиты глаза или отрублены уши. Состояние третьих было не лучше этого. Некоторые из них получили удар палицей по лицу и ходили с разорванными губами, а другие с раздробленным носом. Увидев состояние воинов, опечаленно Акунбишим стал проливать горькие слезы. Мой народ спокойно проживал в Жылдызе, с горечью произнес он. Что я сделал казахам и кыргызам? Сначала я надеялся, что негодные буруты, захватившие немало наших племен, успокоятся. Но все обернулось иначе, и они вступили на мою землю. Как мне их теперь остановить? Увидев еще громче заплакавшего Акунбишима, калмаки совсем приуныли. Затем, по совету Жанжуна Чигити, калмаки решили с армией вернуться на поле битвы и попытаться победить кыргызов с помощью своих богатырей и колдунов. К сожалению, эта цель не была достигнута. Когда кыргызы оказали сопротивление калмакам и отбросили их назад, Акунбишим был вынужден бежать. Куда убежал хан калмаков? Манас был в ярости, услышав это. Я найду его, даже если он выкопает землю и спрячется на ее дне. Возглавив рать с развивающимся флагом, поднимая пыль до небес, под пронзительные звуки труб, по долине Ужунту, по берегам Желтой долины Чуй, Манас начал преследовать Акунбишима. Убедившись в том, что им не спастись от кыргызов, он решил дать им бой на берегах Маралан-Су. Акунбишим вызвал вельмож на военный совет в желтую палатку, установленную на зеленом холме посреди ивового леса. Мы не смогли оторваться от кыргызов, начал свою речь хан. У нас нет другого выбора, кроме как сразиться с ними. Поэтому пусть Чанджун, Тургай, Калдай, Шамун отведут поскорее воинов к берегам Маралан-Су и беспощадно вырежут всех урутов. После этого он сам возглавил армию калмака и отправился к Маралан-Су. Воины развернули красный флаг Акунбишима, воткнули его концом в землю и начали готовиться к сопротивлению прибывшим с Алтая Алашу, достославному Манасу. В это время к ним из города, народа Алоке, города Анжияна, пришел на помощь 6 тысячами воинами рослый, смуглый, тонконосый, скуластый Меркишпек, сын Салпана. Акунбишим очень обрадовался такой подмоге. Проливая горькие слезы, проклиная кыргызов, он начал жаловаться андижанцу, одетому в синие доспехи. Из-за кыргызов я потерял не только город, но и жену с сыном. Тяжело вздохнул хан. Они истребили многих воинов и обогрели кровью нашу землю. Не печальтесь, повелитель, утешил его Меркишпек, поправляя синий шлем. Вместе мы разгромим, прогоним Манаса туда, откуда он пришел. Никому не отдадим отчизну. Дай Бог, что твои слова сбылись, богатырь. Честно говоря, я никогда не думал, что Алоке поможет мне. За такую доброту пусть он будет в добром здравии, не увидит страданий и будет подальше от бед.
Спасибо за добрые слова. Я обязательно передам их нашему хану. Кстати, а где кыргызы? Это они расположились на берегу Маралан-Су? Нет, богатырь, ты видел нашу рать, поставленную на пути алашей. Я лучше умру, чем сдамся им. Остальные калмаки думают так же. Я понял вас, кивнул Меркишпек. У андижанцев такой же настрой, как и у вас. Прежде чем Акумбешим успел что-то сказать, один из его Дорго подошел к нему и сообщил, что богатырь Кокчо напал на калмака с 3 сотнями тысяч воинов. Он на поединке одолел богатыря Тургая, сына Аналбека. Услышав это, Акумбешим решил сам возглавить битву против кыргызов. Он надел на голову синий шлем, натянул на себя доспехи, кожаные штаны, повесил на пояс острый длинный меч, пошел к своим. Вскоре калмака с 500-тысячным войском подошел Манас. Сотни тысяч воинов с обеих сторон стали напротив друг друга на берегах реки Маралан. Калмаки ударили в ханский барабан и дали сигнал к атаке. Их, стоявшие наготове воинов, дружно ринулись на кыргызов. Когда изнывающие без схваток кыргызы увидели приближающего врага, они, выкрикивая лозунг «Алаш», размахивая флагами, смело бросились на многочисленных калмаков под предводительством Льва Манаса. 2 армии начали бойню, не жалея ни себя, ни врага. В пылу сражения обе стороны расселись на значительное расстояние, начиная с горы Маран, заканчивая в Каракарчине. За пределами Каракашата шли упорные бои. Кровь лилась, как вода, и воины едва успевали укрыться щитами. Было неясно, кто где воюет, все вокруг смешалось. Богатырь Манас, сражавшийся калмаками, как лев, внезапно увидел Акуна, стоявшего под подножия флага со 100 тысячами воинами. «Не торопись, подлец», — зло подумал богатырь. «Я дойду до тебя и оторву твою голову, как яблоко». Направляясь к Акумбешиму, Манас преследовал 2 цели. Во-первых, он стремился убить или пленить хана калмаков. Во-вторых, Акумбешим не зря стоял под флагом. Калмаки энергично сражались, пока не упадет флаг. Поэтому надо было его уничтожить. Монах, пух и прах сбивая калмаков, постепенно стал приближаться к стоявшим под флагом Акумбешиму. Поняв, что ему не поздоровится, задрожавший от страха хан хлестнул коня и стал удирать. Не давая ему этого сделать, Манас настиг его на Аккуле. Еще больше испугавшись, Акумбешим жалобным голосом начал звать калмаков на помощь. Но было слишком поздно. После того, как Манас нанес удар в спину, Акумбешим кубарем скатился с белогривого черного коня. Смертельно раненый хан попытался встать с места, но не смог этого сделать. В это время к нему подскочил Айнахул на коне и ударом меча отрубил хану голову. Когда калмаки увидели, что Акумбешим мертв, они впали в панику. Чтобы добиться полной победы, Манас врезался на Аккуле в их ряды, стал размахивать острым мечом и устроил ему еще большую резню. Сопровождая его, Кокчо, Мунар и Бакай также начали громить калмаков. В результате несмертные монголы и калмаки потеряли мужество. Несмотря на это, калмаки упрямо сражались всю ночь. Только под утро, не выдержав натиска,
они отступили и бросились бежать. Кыргызы устремились за ними в погоню. Догнав врага, они рубили их секирами, мечами и отправляли их на тот свет. Те калмаки, что сбежали, сумели спастись. Кто не смог убежать, были взяты в плен. Таким образом, кыргызы в этой битве одержали полную победу. Среди тех, кто с громкими воплями сбежал в город Улуята, были Меркиш из Анжирана, Джайсан Мерке и Шамон. Вскоре 600 тысяч уцелевших калмакских воинов тоже прибыли туда. После этого Меркиш, Мерке, Шамон и Дабаги собрались вместе. Посоветовавшись, они решили уничтожить место Чанту. Наших погибло несметное число, горестно произнес среднего роста желтолицый Мерке. Так давайте отомстим за них. Но как? Печально покачал головой рослый, скуластый, смуглый Шамон. Разве мы не проиграли сражение войскам Манаса и с трудом сбежали от них? Правильно, ответил Мерке. Мы проиграли кыргызской армии. Нам вполне по силам истребить местных мрутов. Я согласен с этим. Обрадовался среднего роста смуглый толстопузый Меркиш. Наши Чанту тоже из рода Алашей. Если убьем всех их, старых и молодых, то славно отомстим за наши страдания и слезы. Если вы согласны, поедем завтра в Андижан, заключил чернобровый, скуластый, белолицый Дабаги. Уничтожим там всех алашей. Согласно решению, 600 тысяч калмаков решили нанести удар по Чанту, которые жили от Тектурбаса до Арала и Джанарто. Не сумев победить врагов в открытой борьбе, калмаки предпочли отомстить мирным людям, находящимся под их властью, учинив над ними зверство и насилие. Конечно, не все они были плену таких злых мыслей. 5 пальцев не равны. Среди калмаков достаточно людей, не потерявших своей человечности и достоинства, помнящих, что все они имеют общих предков и с самого начала говорят на одном языке. Они желают кыргызам такого же добра и мира, как и своему народу. Один из них среднего роста, рыжий, скуластый Кетелик. У него были очень дружеские отношения с богатым кыргызом по имени Кудунбай. Случайно услышав о черных намерениях Меркиша и его товарищей, кристально чистой душой калмак вознегодовал от их вероломства и немедленно отправился в юрту своего друга. «Кудунбай», — сказал Кетелик, одетый в черный халат, — «калмаки решили выместить на вас зло за то, что вы проиграли битву Манасу». «Каким образом?» — опешил среднего роста чернобородый светлолицый Кудунбай. «Они решили истребить местных Чанту и забрать их имущество», — сгорая от стыда, ответил калмак. «Почему?» — удивленно спросил Харан. «За что вы собираетесь наказывать нас, если мы не уступаем на стороне Манаса, не помогаем ему?» «Бай», — ответил Кетелик, — «у простых калмаков нет к вам никаких претензий. Мы прожили вместе десятки лет, как братья, и не видели от вас никакого зла. Но наши правители решили вас полностью уничтожить. Они уверены, что вы, будучи из Алашей, после прихода Манаса станете нам врагами. Поэтому быстрее уезжайте отсюда», — сказал калмак и шел обратно к себе домой. После этого у кыргызов осталась поговорка: народ калмаков сердечный, а народ кафиров добрый. После ухода Кетелика, обеспокоенным будущим своего народа, Кудунбай разослал во все концы 50 человек, чтобы оповестить сыновей тюрков о черных замыслах
калмаков. Кыргызы, казахи, скумары, кайчалдыбара, куймы, олуяты, мерки, куюки, гары чакмака, ущелья Тарбыгына, Терца, Чемкургона собрались и пришли на побережье реки Алманды-Су. 246 тысяч населения во главе с Кудунбаем были вынуждены бросить родные места и удариться в бега. В это время богатырь Манас по широкой дороге, возглавляя несметное войско, непрерывно гнался за воинами Акунбишима. Услышавший об этом правитель Ташкента, среднего роста, синеглазый, рыжий пан, собрал из своего народа Дебен, Калмак, Ветерготов, Субуна 400 тысяч воинов. Какие балаши не пришли к нам, я им устрою конец света, разозленно процедил Панус. Я их истреблю до единого и отомщу за хана Акунбишима. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.